Новый пакет санкций против РФ, иранские поставки в Россию и новая угроза на границе. Когда Украина начнет контрнаступление? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Президент Украины приглашает премьер-министра и президента Польши на встречу на границе в день начала широкомасштабного російського наступлення. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Трамп понял, что войну ему остановить будет сложнее и что у него много общего с Навальным. Россия, что они делают? Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Украине еще рано в НАТО, но все равно туда нужно стремиться. Может ли Альянс дать заднюю? Пока рано говорить об этом. И, конечно, НАТО в некотором смысле дал понять, что Украина станет союзником. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал и не забывайте оставлять комментарии под нашими видео. Это важно, тогда YouTube показывает это видео и другие видео большему количеству людей. Поехали. Владимир Зеленский записал обращение к полякам, в целом и к польскому президенту в частности. Приглашает его и премьер-министра Польши на встречу на границе 24 февраля, чтобы поговорить о блокировании этой самой границы польскими фермерами. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я напомню, польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. Не пропускают не только грузы коммерческие, но и пассажирские автобусы. Блокировали ЖД-транспорт. Украинские силы обороны могут начать контрнаступление, правда, в 2025 году. Об этом говорит глава украинской разведки. Но для этого должно совпасть несколько условий. Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника. Главный вопрос Буданов адресует партнерам Украины. Готовы ли Штаты, к примеру, будут поддерживать Киев весь год? Также глава разведки говорит о том, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести. И хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178. В результате России будет практически невозможно выполнить свою главную цель – захватить Донецкую и Луганскую области просто потому, что не смогут потянуть это технически. Российская армия развернула на границе с Украиной дополнительно 48 установок комплекса «Искандер». Об этом говорят в украинской разведке. В то же время Россия получила 400 баллистических ракет от Ирана. И там обещают увеличивать поставки в Россию. Ракеты дальностью от 300 до 700 километров, минимум 4 поставки с начала января уже совершил Тегеран и обещает еще больше. Британия вводит санкции против работников колонии, в которой умер российский оппозиционер Алексей Навальный. 6 сотрудников колонии «Полярный волк» теперь не смогут въехать в Великобританию, и их активы будут заморожены. Это начальник колонии и 5 его заместителей. Как это должно их напугать, вопрос открытый. Но перед этим Россия тоже сделала выпад в сторону Лондона. В Федерации запретили британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря. Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, который разрешал такой вылов. Daily Mail пишет, что британцы выловили там более 566 тысяч тонн трески за прошлый год. Выглядит немного неравнозначным обменом пощечинами. Видимо, уравновесить это взялся Евросоюз, который одобрил 13-й пакет санкций против РФ. Об этом пишет глава Еврокомиссии на своей страничке в соцсети X, бывший Twitter. Приветствую соглашение по нашему 13-му пакету санкций против России. Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина.
Имея в общей сложности 2000 пунктов в санкционном пакете, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам. Что это даст? Будет ли все это работать? Как и кого ограничивает 13-й санкционный пакет, покажет время. Если брать санкции ЕС, так, то главный лейтмотив этих санкций – это технология контроля за их исполнением, чтобы было намного труднее обходить эти санкции. Да? Ну и плюс мы уже узнали там фамилии новых олигархов, Усманов там появился. Я так думаю, Соединенные Штаты будут делать приблизительно то же самое. Будут ужесточать механизмы контроля и наказания за тем, прежде всего, людям, я говорю, организациям и странам, которые способствуют обходу этих санкций. Но очень тяжело сейчас комментировать, не зная квинтэссенции, да, не зная, что там есть. Главное – это контроль, и главное – это наказание. Страны НАТО дали понять, что Украина станет их союзником, но необходимо решить, как поступить с войной, ведь блок не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией. Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что процедура вступления Украины в альянс будет такой же, как у Финляндии и Швеции, но для этого потребуются, цитирую, соответствующие политические условия. Пока рано говорить об этом, и, конечно, НАТО в некотором смысле дал понять, что Украина станет союзником. В то же время нам необходимо решить, как справиться с проблемой продолжающейся войны, и мы не хотим, чтобы она закончилась полномасштабной войной между НАТО и Россией. Это не пойдет на пользу Украине, это не пойдет на пользу НАТО. Поэтому вопрос заключается в том, как нам обеспечить победу Украины, как обеспечить, чтобы союзники оказывали значительную и достаточную военную поддержку, и как мы можем обеспечить, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса. Учитывая, конечно, тот факт, что сейчас мы видим, идет война, и нам еще предстоит пройти определенный путь. Когда дело дойдет до обеспечения полной оперативной совместимости украинских сил с НАТО. В то же время генеральный секретарь подчеркнул, что гарантии безопасности, те договоры, которые Украина начала подписывать со странами НАТО, не являются заменой членству в Альянсе с полноценными гарантиями безопасности. Ведь согласно 5-й статье, нападение на одного союзника станет нападением на всех. Дональд Трамп предупреждает, что Путин собирается захватить всю Украину. Затем сравнивает себя с Навальным и, скорее всего, таким образом хочет победить на выборах президента США. На вопрос о военной помощи Украине Трамп отвечать отказался, а вместо этого переложил всю ответственность на европейские страны. При цене $100 за баррель он, Путин, сделал состояние на этой войне. Поэтому я бы первым делом позвонил европейским странам, которые получают 25% от того, что получаем мы. У нас более $200 миллиардов. Они на 35 миллиардов. Разница в $150 миллиардов. Они должны начать платить. Вы знаете, что это влияет на них гораздо больше, чем на нас. Между нами есть океан. У них нет такого океана. Они должны начать платить. И знаете, почему они до сих пор не заплатили? Потому что их никто не спрашивает. Байден не звонит. Лежит ли Байден по ночам, спит ли, ворочается ли, поворачивается. Я чувствую себя очень плохо. Помните об этом. Вы действительно противостоите военной машине в России. Россия, что они делают? Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вы знаете, они военная машина. Они гораздо более крупная страна. Орбан, на мой взгляд, замечательный человек. Многие его недолюбливают, потому что он немного жесткий. Он премьер-министр Венгрии, и он сказал, причем очень резко. Его спросили, что происходит. Весь мир рушится. Он сказал, что если Соединенные Штаты изберут Дональда Трампа, то все закончится. Все боялись Дональда Трампа. Все закончится. И я верю, что это правда. В целом, Трамп говорит, что при нем такой ерунды бы не было, и что Путин забирал чьи-то земли у каждого из 5 президентов перед ним, и сравнил себя с Навальным просто из-за судебного преследования. Трамп утверждает, что это политическое преследование.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы. Это чрезвычайно важно, ведь тогда YouTube показывает это видео и другие наши видео большему количеству пользователей. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.